Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Аналитик Дмитрий Потапенко на связи прямо сейчас. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, ну что, начать понятно, я предлагаю с наступления ВСУ. Есть уже разные выкладки и западных изданий о том, что там какие потери, а как это все происходит. Есть какая-то реакция даже насчет того, что собой представляют районы Российской Федерации на оккупированной украинской территории, и, мол, там первая линия, вторая линия, и сейчас занимаются населенные пункты, их прям несколько на южнодонецком направлении, мол, они как бы вот перед линией обороны, поэтому это первая линия, которую там удалось прорвать и какие-то населенные пункты занять. В принципе, очень достаточно, ну, скупая информация официальная, но как бы поле для того, чтобы разным комментаторам, экспертам развернуться в своей мысли, которая как бы по древу, да, растекается. Что думаете вы? И самый главный вопрос, ну, наверное, самый главный. Нам по всем стандартам НАТО до этого говорили, что все понятно через 4-7 дней. Уже пошли 8-е, если не 9-е сутки движения вооруженных сил Украины, но пока ничего не понятно. Почему? Ну, мне кажется, что, во-первых, наблюдая именно за картами, даже не за комментаторами, а, сейчас говорить о каком-то полномасштабном наступлении ВСУ преждевременно. Пока те события, которые есть там с подрывом, в том числе там техники, понятно, что с гибелью людей, как с одной, так и с другой стороны, носят куда более локальный характер. Плюс, если мы возьмем с точки зрения как раз линию событий, то туда накладывается в том числе и трагедия Каховской ГЭС. Поэтому мне кажется, что она тоже очень сильно повлияла, в том числе и на планы обеих сторон. Тут, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Вот. Поэтому, честно скажу, что по тем расчетам, которые я вижу, ну, для себя делаю, если хоть какое-то крупномасштабное наступление будет, то шанс это скорее на там 5-10 июля теперь. Причина весьма прозаична. Пока не спадет вода, а вода будет спадать еще по разным расчетам от недели, там, от 5 до недели приблизительно дней. Это только чисто вода уйдет. Потом будут обе стороны выяснять, соответственно, собственные потери. Потери с точки зрения как раз линии обороны, линии наступления. Выяснять, в общем, как изменилась береговая линия. Пройдет некоторое время, грубо говоря, когда что-то там подсохнет и же с ним. Поэтому раньше июля, в общем, фундаментально рассчитывать, что пойдет какая-то такая история с контрнаступлением, на мой взгляд, ну, иллюзорность. Плюс ко всему, ВСУ должна сделать в том числе и выводы о подрыве той небольшой группы бронетанков, соответственно, машин, которая произошла. Потому что, по крайней мере, то, что видно, это похоже, что а, были, было несколько повреждений. То есть это минные поля, а вторая часть это уже добивка дронами. Соответственно, вопрос, который никто не задавал из аналитиков, собственно говоря, как так получилось, что вот эта группа, неважно какая, большая, малая, оказалась на минных полях, где разведка была. Как она отработала, так что произошел такой компактный подрыв этой техники. Потому что, судя по всему, именно боестолкновений не было. Потому что я когда все посмотрел, ну там, говорю, последующая добивка дронами, это вообще мне не очень интересовало. Понятно, что любая техника, если она повреждена, то ее, скорее всего, добивают. А вот как оказалось, что на минных полях налетела вот эта группа, где разведка? Почему не сработали, если это так? Вот эти выводы куда важнее.
Потому что если так плохо работает разведка, то и в будущем может оказаться, что вы не знаете, где находятся минные поля, и можете в следующий раз потерять также драгоценную технику. Мне не очень нравится, ну, то бишь я читаю, когда люди так говорят, ну, а что такого? Ну, техника должна теряться. Все бы хорошо, техники не так много, раз. Второе, не Украина ее производит, два. И относиться так к крайне дорогостоящей технике, что там она сделала свое дело, сберегла людей, это правда. Но, опять-таки, она не должна быть потеряна, была быть вот слишком просто. Эта техника дорогостоящая во всех смыслах. Ее народ Евросоюза, ВПК, собирал очень долго. Поэтому, ну, как такого ждивенчества не должно быть в принципе. Вот и все. Да, это очень интересные аспекты, но я вот на шаг назад вернусь. То есть вы как бы привержены с той точки зрения, что ну, об этом, кстати, местные рассказывают, да, о том, что вот есть острова, и напротив оккупированной голой пристани уже там, собственно, занимали позиции ВСУ, и там до голой пристани буквально рукой подать, то есть не то, что в бинокль, а невооруженным взглядом можно было как бы прицелиться и понять, что к чему. Собственно, поэтому этот прорыв и произошел. Но я не хочу, вот сейчас Международный уголовный суд занимается этим вопросом, об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Правда, я так понимаю, с украинской стороны, а само сооружение со стороны российской. Ну, посмотрим на итоги и что вообще за расследование проводят эксперты, да, Международного суда уголовного. Вопрос в другом. То есть военная составляющая вот, наступательных действий ВСУ должна была быть в том числе и вот по Днепру. Получается, что, ну, получается так? Ну, конечно. Именно так и получается, что, ну, там же здесь почему, простите, у нас аналитическая программа, а не пропагандистская, почему обе стороны, я это буду упоминать, и желающие покомментировать, они могут сходить на пропагандистский канал, что обеим сторонам нужно будет пересмотреть свои как оборонительные, так и наступательные позиции. Ну, так уж получилось. В войне принимают участие две стороны. Ну вот, и там изменился существенно ландшафт, там изменились, там реально смыло, в том числе и минные поля обеих сторон, а не одной какой-то стороны. Вот, и поэтому обеим сторонам придется существенно пересмотреть свои диспозиции. Существенно. Потому что да, если мы возьмем, опять-таки, а это надо брать историю создания этого водохранилища и Каховской ГЭС, то в 1956 году это был очень непростое решение, и далеко не очевидное, и далеко не, ну, если бы тогда была бы какая-то сторона демократии, далеко не факт, что было бы поддержано создание подобного рода водохранилища и подобного рода ГЭС, потому что ее ценность именно как про производство электроэнергии, ну, было сомнительно, а в последние годы совсем сомнительно. Поэтому, а сколько было там затоплено деревень в этом водохранилище, сколько ушло по плодородных земель. Потому что каждое водохранилище, сейчас мы видим серьезную экологическую катастрофу с поверху и снизу, соответственно, затопленный Херсон и же с ним. А вы представьте, что именно такая же катастрофа была и в 1956 году, когда это все создавалось. Поэтому каждая ГЭС – это вещь такая в себе. Если мы возьмем как бы уже аспект условно после военный, после того, как уйдут войска, то будет ли восстанавливать, кто-то будет восстанавливать эту ГЭС или не будет? Ну, и будет ли восстанавливать это водохранилище? Могу сказать, что шансов на это не очень много. То есть, скорее всего, это уже ситуация, вот она переместилась вот как с Азовстали. При советской власти был построен не очень эффективный завод, он был построен еще, понятно, американцами. И потом его уже как чемодан без ручки боялись тронуть. С Каховкой, скорее всего, будет точно такая же история. Это не зависит при этом от того, кому бы эта территория не стала принадлежать.
потому что, ну, экология второй раз еще такой Бенц может и не выдержать. Ну, это, кстати, интересное наблюдение, ну, такое не военное. Но все-таки... Конечно, абсолютно не военное, потому что любое гидротехническое сооружение очень сложный такой объект. И об этом надо думать. Потому что, ну, вот сейчас, понятно, все в тумане войны там оценивают исключительно только военный аспект. А потом же нужно оценивать, ребята, а что вы будете с этим делать? Потому что все же обычно начинают там, а кто это будет, а вот мы это будем восстанавливать. Не будете вы это восстанавливать. Ни Украина, ни Россия это восстанавливать не будут. Кому будет эта территория, желающие там походить с лозунгами, как в одну, так в другую сторону, пожалуйста, вы перейдите просто на другие каналы, то кто победит, я понимаю, что вы уже все знаете, кому будет принадлежать территория, вы все знаете, и с лозунгами просто в другое место сходить. У меня сейчас, еще раз говорю, фактура. Человечество, какое бы оно ни было, оно не будет восстанавливать, скорее всего, эту ГЭС. Ну, тут, конечно, понятно, что есть аргументы против, потому что с Каховского водохранилища Да, питалось ну, водой и, достаточно Кры- большое и, количество. и Крым в том числе, безусловно. Поэтому я не оговорился, что по формальным признакам, кому бы не перешла бы территория, как бы кому-то не хотелось, опять-таки, с лозунгами там на другие каналы, вот, то снабжение Крыма, в том числе, в общем, из этого водохранилища очень, надо сказать, непростая и, надо сказать, неоднозначная задачка. То есть экологи бы, если бы они бы присутствовали, я думаю, чтобы они встали бы на уши, чтобы эту ГЭС больше не воссоздавали никогда. И вот и это водохранилище не воссоздавали никогда. А искать альтернативные источники водоснабжения. Почему я этот аспект поднимаю? Потому что там, простите, выращивание, соответственно, и зерна, и, в общем, огромное количество образовалось прибрежных городов и городков, которые многие кормились с Днепра, ну и так далее. То есть там это фундаментальное реальное изменение, такое тектоническое. Ну, просто если мы вот зашли в эту тему, давайте ее завершим. Ну вот, смотрите, не восстанавливается ГЭС. Давайте так, ну, гипотетически, неважно, там, Украина, Да, там, абсолютно верно, да. Да, или... некое да, человечество. Надо восстанавливать эту ГЭС или не восстанавливать? Как надо... Первый вопрос– это решение задачи водоснабжения. Второй– это вопрос решения задачи, ну, там, городов, в том числе и с те, кто кормились с водохранилища как такового. Просто есть, Водоснабжение, да, да. есть мнение, что как бы не восстанавливая эту ГЭС и не воссоздав водохранилище, это приведет к тому, что, ну вот фактически, да, вот эта там территория южнее, да, вот ближе к Крыму, она будет с очень, очень затруднительным сельским хозяйством, в том числе и часть Днепропетровской области, еще дальше. То есть получается, что ну, пустыня, выжженная И земля. ее нужно рекультивировать, если мы возьмем исключительно, как говорится, экономический аспект. То есть в чем проблема бывших водохранилищ, чтобы они не превратились в пылевые пустыни, а именно такая ситуация. Там же ил, а ил, ну, в общем, особо сильно как-то на плодородие не дает хороших всходов. То есть, да, дно бывшего водохранилища нужно подвергнуть рекультивации. Понятно, что в момент боевого столкновения никто этим заниматься не будет. И сейчас то, что произойдет, чем дольше это боестолкновение будет происходить, высохнет к концу лета, ну, к августу высохнет ил, даже, ну, может быть, на начале августа, и пойдут пылевые бури, причем такие мелкодисперсные. И это затруднит настолько сельское хозяйство. То есть там сейчас сельское хозяйство убито, потому что его перестроить, то есть рекультивация, перестройка сельского хозяйства, нахождение новых источников воды, нахождение нового источника там, электроэнергии, это прямо задача, которая под обстрелами не решается вообще никак. Но
Вторая часть. А под обстрелами решается задача возведения этого водохранилища? Не решается. Будет ли там, например, предположим, неважно, Украине перейдет, там, или России, неважно, опять-таки, какой-то стране однозначно, вот так применю эту фразу, однозначно перешла территория, на которой раньше была эта дамба. Будет ли в момент, соответственно, того, когда идет там военная операция, какая-то страна из каких-то средств, вопрос, восстанавливать эту дамбу? Не будет. Ну так Так что это теперь... уничтожение Украины, Дмитрий. Так это всерьез и надолго. Вот в том-то вся и жопа-то с этой историей. Потому что даже если пофантазировать и говорю, что там дамба перешла под контроль ВСУ и Украины, то и будут восстанавливать. Из каких средств? Ну да, и тут включается уже железная математика, что проще, рекультивация или там бетон, или там техническое, Абсолютно, или другое абсолютно, сооружение. Ну, абсолютно мы верно. немного, да, немного отклонились, но это действительно важно, потому что Это очень фундаментально важно, потому что большая проблема, большая катастрофа. это И, важно, конечно, потому что это уголовный суд это все, конечно, замечательно, все прекрасно. Там пройдет он так, сяк, все на этом концентрируются. Результат, ребят, не результат. Так вот, какие планы тогда меняются вообще? Ну, потому что, смотрите, тут такая история была на ушедших выходных. Э, как бы Аксенов, да, вот говорит, а вот цели СВО могут быть пересмотрены. А Резников говорит, что ну, есть зона каких-то договоренностей, если Россия пересмотрит цели СВО. Тогда, мол, может быть какое-то окно возможностей, если нет, пускай там только убираются и все. То есть мы услышали два таких очень интересных посыла. А вот ситуация на Земле подтверждает вот эти ну, слова. Все, что касается на земле, земле по барабану. То есть, по большому счету, если, скажу по-простому, если вожди договорятся, народ даже этого не заметит. Причем в любую сторону. Вот у нас сегодня как-то там какой-то, ну, там, выходной. Народ особо не заметит. Народ давно уже отключился от какой-то там внешней, внутренней политики. Он живет по своей маленькой жизнью. Если его лично это не касается, то, в общем, и не касается. Есть же села, есть районы, где выкосило мужское население, ну, очень существенно. Там до 80% ушло. Ну, бабы на себе сейчас тащат. Что будет происходить с этими районами? Эти районы будут обезлюдивать. Просто, ну, бабы, конечно, какое-то время там поковыряются, но поддержат это хозяйство. А потом эти люди поедут. Будет еще происходить больше в России концентрация людей в городах. Потому что в селе ты не будешь жить, если у тебя нету инфраструктуры. Ну, получается, там удар по селу, здесь удар по селу. Везде удар по селу, еще раз говорю. Все, что происходит такого масштаба катастрофы, которая происходит на территории и Украины и России, мир еще не знал. Ну, вернее, Россия и Украина. Мир в этой части так принимает постольку-поскольку, занимаясь своими делами. С учетом того, что ну, Китай еще тут поставлять оружие. Ну, он и раньше, в общем, через обходные пути, в общем, закидывал оружие в Россию. А теперь это пошло просто эшелонами. А это все-таки существенная история. Так что мы как в компьютерной игре Mortal Kombat. Мордуем друг друга, а обе там весь мир подкидывает фишечки. Ну, к оружию мы вернемся, но я как бы хотел ваше мнение узнать. Это такая многосерийка в наших разговорах. Там раз в неделю мы вспоминаем Пригожина. Ну, Ну, и Евгений каждую, Викторович, это святой, да. и Что каждую объяснет? неделю есть прям резонанснейший повод поговорить об этом. И вот Да. сейчас прям
ну, такой аппаратный удар под дых. Минобороны приказала до 1 июля всем ЧВК и добровольцам заключить контракты, да, и, соответственно, об этом объявил зам Шойгу, и первый, куда поехал зам Шойгу, стал батальон Ахмат, где под камеры, радуясь, вот эти, как бы, кадыровцы подписывают документы с замом министра. До этого мы слышали Пригожина, который говорит, что ничего подписывать не будет, ну а с другой стороны, куда деваться, и так вооружение не шибко давали, боеприпасы, а так вообще ничего не дадут. И получается, что Пригожин официально уже теперь становится, ну, он до этого был юридически де юре, а теперь де-факто вне закона. Ну, он, скажем так, терзает меня смутные сомнения, я выскажу по предположению, поскольку бумажек-то мы не держали. Зная бюрократию, в общем, в любой нашей вертикали власти, в том числе Министерства обороны, ведь куда-то списывалось оружие. А те, кто хоть, ну, советская армия, она была организована одинаково на территории Украины, России одинаково. Все знают, что когда ты приходишь, тебе дают карточку. В карточке записано фамилия, имя бойца и записывается оружие. Номер автомата там и, соответственно, то же самое, когда переходит, тебе выдают тот или иной, как говорится, девайс, там, неважно, грузовик, у тебя все равно есть документы на него. И что-то терзает меня смутные сомнения, что Пригожину не как-то Министерство обороны-то, оно же выдавало эти боеприпасы, оружие, там, вооружение. Оно приписано все равно к какой-то воинской части. Либо было образовано, пусть на бумаге, но не приписано к какому-то округу, какая-то воинская часть, на которую все это списывалось. Либо существовала уже действующая какая-то воинская часть, к которой были пристегнуты Пригожинские. Поэтому они все равно бойцы как это Красной Армии. Другое дело, что вот это либо печать, что к чему я больше склоняюсь, которая была создана там приказом, но не была как там дезавуирована по-другому, будет с ней ее будут загонять под Министерство обороны совсем официально, то есть приписывать к округу, выдавать там, как говорится, им не только номера, но и выдавать все остальные причитающиеся реквизиты, включая казармы и же с ним, то есть их будут куда-то перемещать. А здесь у Пригожина очень непростая ситуация. Мы об этом, этот сериал продолжаем. Ему нужен официальный статус. И официальный статус, например, просто полковника, там, какой-нибудь командующего какой-нибудь дивизией, боюсь, его не сильно устроит. Потому что он привык, он же чит-код, как мы говорили. То бишь он был создан Владимиром Владимировичем. И здесь есть какое противоречие? Противоречие следующее. Что для власти на сегодняшний день ЧВК, ну или люди, которые могут исполнять операции в разных регионах, не подчиняясь формальным признакам и формальным приказам, выгодно. Неважно, будет это Африка, там, Ближний Восток или еще где-то. Собственно говоря, зоны их действий не имеет значения, потому что для власти, именно в авторитарной власти, крайне важно иметь вот таких нукеров-опричников. Это с одной стороны. А с другой стороны, власть сейчас всеми фибрами, а сомневаюсь, что это делается без участия и знания Владимира Владимировича, вот, она загоняет этих людей в жесткие рамки. По сути дела, Евгению Викторовичу нужно встречаться там, с Владимиром Владимировичем, договариваться о весьма прозаичной вещи, что вот сейчас они отошли на полевые лагеря, где они там будут тренировки или будет что-то происходить, но по большому счету, как любые наемники, они без работы будут жиреть и будут дуреть. У них появятся дурные мысли. Их нужно как раз закидывать в горячие точки. Либо их нужно перебрасывать в Африку, где выдавать, договариваться опять-таки с каким-нибудь африканским президентом местным, что у вас тут они побудут. Ну и там, либо вернуть их в Сирию, где много неподконтрольных частей для охраны тех или иных месторождений нефти и газа. Вот. Либо опять их бросать в мясорубку с ВСУ. Ну и уже там окончательно с ними заканчивать, то бишь их могилить.
То есть с точки зрения вертикали власти у нее не очень много возможностей работы с этими формированиями. Пока все, что делается последние, ну, приблизительно полгода, это такие серьезные аппаратные удары по господину Пригожину. Все, что касается отзыва его, напомню, пропусков у его людей, все, что касается отсутствия возможности встретиться с начальником, все, что касается, соответственно, переброски Суровикина к нему в штаб, а не в, соответственно, не в штаб, не генеральный штаб Министерства обороны. Так что это очередной аппаратный удар по Пригожину. Причем по всем абсолютно так называемым ЧВК, потому что, напомню, есть еще ЧВК-ветераны, еще другие. Ну так понятно, что все ЧВК это распоряжение исключительно для одной ЧВК. Это ЧВК Пригожина. Что делать? Смотря кому. Значит, если Пригожину, то ну, ему надо мытьем катанем получать встречу с ВВ, договариваться. То есть кто может при этот конфликт, то бишь кто может поженить Пригожина с Шойгу, только ВВ, больше никто. А этого у него пока не получается. Пока не получается. То Но есть было Путин, несколько. Путин Пригожина не кинул. Он его не то чтобы кинул. Сейчас давайте вот попробуем как-то влезть в шкуру по ВВ. Он не молод, он понимает, что он теряет энергию, он понимает, что не до конца контролирует ситуацию, но не до конца. Он понимает, что ситуация очень сильно поменялась и нужно применять какие-то новые трюки, а ему это особо не хочется. Ну, у него, в общем-то, все стабильно. И если, исходя из этого, он просто пытается встроить Пригожина в действующую вертикаль. Вот и все. Он не хочет заниматься новыми проектами или разработкой новых методологий. Он просто старается минимизировать для себя телодвижение. Я в эту же корзинку добавлю, что, например, вот у нас, поскольку объявлены там мэрские выборы, которые понятно, что это отработка технологий там президентских выборов, точно так же там очень определенным образом сформирована избирательная сетка. Я имею в виду тех, кому партии разрешили выдвинуть. То есть очень все консервативно. Плюс ко всему убраны там есть у нас так называемые территориальные избирательные комиссии. У них и убраны условно независимые наблюдатели. Это не потому, что власть боится проиграть. Власть выиграет с офигительным счетом. Власть сейчас, понимая, что она насоздавала огромное количество так называемых битых ссылок, ну, то бишь вот этих точек, которые выводят из устойчивого равновесия, она старается обратно схлопнуться, поджать под себя эти мышцы. Ну, то есть с точки зрения реакции власти это правильная история. И Пригожин – это одна из таких точек. Другое дело, что, опять-таки, есть противоход. Для власти нужен Пригожин. Очень нужен. Потому что в очень ближайшем времени во власти понадобятся люди, которые могут без страха и упрека выполнить любой приказ. А, например, те же там регулярные войска этого не смогут сделать. Что вы имеете в виду? В том числе решение вопросов по фронте, потому что прямое противостояние ВСУ против Министерства обороны не всегда будет эффективно. Пригожинские в этом смысле эффективны. Плюс решение вопросов там, в той же Сирии, плюс решение вопросов с другими нашими, там, условно говоря, с российскими, там, со Средней Азией и же с ним. Для этой части нужны нужен французский легион. Но это с точки зрения задач. Это не означает, что эти задачи они смогут так решить. Потому что сейчас власть демонстрирует себя как поджимающая лапы, создающая, она больше консервирует сама себя. Российская армия
Если вот в эту неделю не побежала, дальше побежит? Нет. Некуда. Во-первых, ей некуда бежать, и нет в этом никакого смысла. Ну, то есть, опять-таки, те, опять-таки, желающие помахать флажками или лозунгами. Российская армия не бегает по причине того, что не умеет. Нет, некуда бежать. Вот как только ты понимаешь, что у тебя там не заградотряд, у тебя не будет никакой поддержки, если ты побежишь, куда ты побежишь? Ты можешь там как-то уклоняться. Вот уклоняться могут, а бегать маловероятно. Этого не было. Нет, ну смотрите, какая история. Мгм. Это исключительно не пропагандистский вопрос. Я Хоть, понимаю, да, да, хоть, конечно, конечно. хоть таким и кажется. Мгм. Я понимаю, что мы говорим, да, вот. Не, я все прекрасно Как это, слышу. с разных берегов лужи, да, но тут Мгм. момент в другом. Это, ну, даже если анализировать действия вот по наступлению ВСУ, то, ну, они прагматично направлены на то, чтобы создать некий, ну, условно локальный ад, чтобы испугать противника, понять, что, ну, там, сопротивление бесполезно, поэтому нужно отступать, передислоцироваться, перегруппировываться и откатываться назад. И в этом, ну, наверное, тоже есть смысл, этот расчет наступления вооруженных сил Украины, когда условно там резким броском, ну вот какое-то повторение говорят, допустим, там, Харькова, там, ну, Херсона немного другая история, ну, собственно, создать некий, как бы, заставить побежать врага. Ну, то есть вот такой мотив. И А это, ну, да, и это вот тут есть, сейчас поясню, мы не смотрим с разных сторон лужи, мы смотрим, у нас есть одна большая проблема. Мы смотрим со стороны. Когда ты находишься в войсках, ты отрезан от информации. Ты не знаешь, что происходит грубо говоря, на соседних. То есть мы-то смотрим вот так, и нам кажется, что вот смотрите, а вот здесь происходит у вас какой-то бенс, здесь какой-то бенс. И в том числе, кстати, когда у нас комментаторы, им кажется, что вот эти события связаны. Когда ты находишься прямо в армии, как говорится, у тебя настолько обрезанные источники информации, у тебя в 6 подъем, в 22 отбой, если ты находишься в полевом лагере. И все время у тебя занято тренировками. И лучше и разговор о том, вот эти диванные эксперты, которые говорят, ну вот, источники же информации, там люди же есть, да нет у них там ничего. Там выход, если он маме позвонил, неважно, с украинской или с российской симки, это очень и очень хорошо. Он не сидит в интернете, у него его нет физически. А если он находится на передовой, у него еще меньше. Он знает в лучшем случае там километр туда, километр сюда. Он знает, что вот, условно говоря, там одни знают, что там орки слэш укры, и все. Они знают, что вот обстреливаемый, соответственно, обстреливается вот соответственно, те высотки пристрелены, что вот его, соответственно, здесь его могут прижать, и все. Вот что знает человек в окопе. И побежать он может ровно зная, вот что у него там сзади. Понимая, что, скорее всего, его прижимают там, ну, не заградотряда, а, в общем, у него нет там никакой поддержки, куда он побежит? Он даже сдаться в плен-то не может, потому что он понимает, что там-то ему ничего же светит. Но он сдался в плен. Но он сдастся по вынужденности. Но сам он не встанет и не пойдет сдаваться. Потому что, а что ему дальше-то светит? Ну, сдался. Возьмут, обменяют, как обменяли того парня, которого потом Пригожин то ли, как говорится, красиво снял, то ли ему разбили голову кувалдой. Поэтому, ну, это был очень плохой пример, когда этого человека обменяли. Поэтому в войсках все несколько по-другому. Поэтому мы смотрим одинаково, просто мы смотрим вот широким таким. Не знают этого в войсках. Вот человек сидит в окопе. Больше ничего он не знает. ну, кто-то сидит, кто-то двигается вперед, кто-то М. встречает, кто-то провожает. Это вот они прямо как текучая жидкость, вот обе стороны. Но по большей части вот этого обзора информации у людей нет. И поэтому они про все эти события знают весьма-весьма опосредованно. А прилеты дронов, там даже в ту же Москву, да их вообще это не волнует, по большому счету.
прилетело. Был атакован корабль у берегов Турции, который охранял турецкий поток, атакован дронами. Показывала, ну как, катерами беспилотными. Ну, их тоже можно назвать дронами в какой-то степени. А, Показывала там Минобороны Российской Федерации как героические. Ну, сообщали о 6 катерах, показали один, как пытались сбить. И на нем была надпись на украинском языке, кот и енот. В общем, они атаковали Приазовье. Дмитрий, этот инцидент, ну, он уже не первый. Но у меня возникает, наверное, самый главный вопрос. Ввиду Каховской ГЭС, которую мы обсудили, и катастрофу, которую подрыв дамбы причинил, ввиду вот очередной атаки, да, вот на корабль, охраняющий турецкий поток, ввиду работы по аммиакопроводу, подрыву его, зерновая сделка накрылась медным тазом? Нет, она не накрылась, она просто будет осложнена. Но все, что касается и Украины, и России, она не уйдет никогда с рынка зерна. Будут изменяться, безусловно, пропорции. Но и для России, и Украина – это важный экспортер зерна, так что фундаментально. Конечно, если будем честны, подрыв и, соответственно, изменение водохранилища – это хуже для Украины с точки зрения посевных площадей. С точки зрения функционирования Крыма, это хуже для России. В данном случае пока. Ну, как бы, так как торговали зерном, так и будут торговать. Конечно. Никто не будет устраивать мировой голод. Нет, ну все. Война войной, по расписанию. Я уже там несколько раз рассказывал, что то, как зернотрейдеры Украины и России сидят за одним столом, пьют водку, горилку и там поют и червону калыну, и, соответственно, господа офицеры одновременно. Вот все, что касается зерновых трейдеров, это люди, которые, в общем, для которых границ не существует. Связано просто со спецификой профессии, ты ничего с этим не сделаешь. В Евросоюзе Bloomberg пишет, что прям рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах. Там в наших хранилищах это 30 миллиардов кубов, ну, емкость такая. Мы прекрасно помним эти газохранилища, да, вот во времена, скажем так, отбора, реверса, ну, когда вот газовая история периодически всплывала вновь и там на политическую, и на другую сферу, скажем так, жизни украинцев влияла. Так вот, свои хранилища Европа может заполнить вот уже в ближайшие месяцы, а как бы вот за пределами, ну, Европы Украина может предоставлять вот эту услугу. Но тут одна проблема. Цена должна упасть. Что думаете по поводу этого решения и сбудутся ли прогнозы дальнейшего падения цены и, соответственно, ну вот такого использования украинских хранилищ газа? Ну, в украинских хранилищах газа теоретически можно использовать, безусловно, да, цена пока шансов на то, чтобы она, ну, именно упадет существенно, и это позволит, маловероятно. Проседать она будет. Вот тут мало сомнений как раз, но именно обвального какого-то ожидать падения цен на газ пока нет такой вообще подобного рода тенденции, потому что рынок газа очень сильно увязан с рынком нефти, ОПЕК плюс то, как он себя ведет, попытки есть сократить добычу нефти, причем попытки такие достаточно активные. И для чего? Для поддержания цены на нефть. Соответственно, маловероятно, что газ пойдет совсем в противоход. Скорее всего, он пойдет на снижение, но пойдет на снижение без каких-то таких провалов существенных. По крайней мере, то потребление и газа, и нефти, которое демонстрирует и Китай, и Индия,
и, соответственно, Япония. Напомню, что Япония в том числе является одним из важнейших покупателей российской нефти и газа. В общем, пока не говорит о том, что они как-то готовы к к подобного рода изменениям, то бишь галопирующему изменению цен на газ. О Китае и Японии вот очень интересное сообщение пришло от премьер-министра Кисиды японского. Он сделал акцент на том, что Китай в соответствии с договоренностями 2013 года как бы гарантирует неприменение ядерного оружия по территории Украины. Также по поводу ядерного оружия, ну, прям очень интересная как бы инфографика от Стокгольмского международного института исследования проблем мира о том, что и США, и Россия, даже Китай, пускай на немного, и вполне вероятно и Франция, и Великобритания, ну там просто данных нет, но есть тенденция, увеличивают количество ядерных зарядов, боеголовок. Дмитрий, вот я помню просто там часы судного дня, ну, Которые может, постоянно двигают. которые там ближе, ближе и ближе. Стрелка приближается и стремительно идет к этому. Маловероятно, но каждая из стран будет стараться обезопасить себя от потенциального нападения. Поэтому как применять ядерное оружие? Я не видел еще ни одного эксперта, который бы сказал, что, ну, понятно, пропагандисты говорят, что давайте вмажем, а ни один эксперт, там, в том числе по ядерной энергетике, сказал бы, что да, это там и будет безболезненно. Практически все говорят о том, что даже тактическое ядерное оружие, ну, по большому счету, такое, но оружие сдерживания, но не оружие применения. То есть такая страшилка, которая должна быть, но применить ее шансов не очень много, по большому счету. И рассчитывать, да, и то есть такой больше психологический момент, чем реально применяемый. Потому что если на тебя нападают, ты что, будешь применять ядерное оружие, чтобы самому сдохнуть? Вот. Поэтому, да, страны, в общем, посмотрев на то, что происходит российско-украинский конфликт, мы с точки зрения международной карты многое перевернули, повернули вспять. В первую очередь мы перевернули вспять, что никакие международные договора не гарантируют вам безопасности. Это самое основное. То есть то, что международное право, которое, казалось, это была общая договоренность, она может не соблюдаться. Она как Тришкин кафтан. Здесь работает, здесь не работает. А это после окончания российско-украинского конфликта, ну, там, с течением времени, если человечество не сделает из него фундаментальные выводы, то шансов на повторение подобного рода конфликта на куда более высоком уровне, в том числе и с применением реально тактического ядерного, а может быть и стратегического ядерного оружия, стран куда более больших, чем Россия и Украина, я считаю, что неизбежен. Соединенные Штаты Америки много говорят о том, что вот, там, мол, Байден поставил наступление вооруженных сил Украины на карту своей избирательной кампании. Ну, там очень такие интересные закручиваются, ну, как бы, фортили, особенно если, ну, вот, посмотреть на Байдена и Трампа, как пока что, вот, как бы, да, вот, вершину айсберга одной силы и другой. Хотя определенные чуть-чуть пониже, но скалы, да, вот пробиваются сквозь толщу воды и там Кеннеди, и Десантис, и ряд других кандидатов, которые там так себя позиционируют, делают ряд заявлений. Но все-таки Байдена республиканцы обвиняют в коррупции, Трамп в туалете и в ванной комнате хранил секретные документы. Это шоу или здесь есть четкий такой понятный план не то что дискредитации, ну, здесь как вот проще, да, вот кто-то у власти дискредитирует того, кто не у власти. И наоборот. Но всегда, наверное, побеждает тот, на чьей стороне государство. Или нет? Нет, в данном случае это просто разогрев. Потому что иначе будет совсем кислый выбор 2024 года. Ну, мы с вами так активно идем к 2024 году. Мы с вами перевалили уже там за первую его половину, по факту.
Мы идем... Сейчас будет лето. Лето достаточно, желательно его пройти без экономических потрясений. Нужно как-то подогревать политическую повестку. Поэтому, в общем, я честно могу сказать, что я очень скептически отношусь к тому, что эти два кандидата дойдут до финишной прямой. А в качестве разогрева, вот как на рок-концерте, они вполне себе очень даже бодрые, веселые, активные и все остальные. А вывод реальных игроков на политическую поляну, это должна быть либо, где-то, условно говоря, переходный период между февралем и весной следующего года. Это будет наиболее правильно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Как подписаться на Потапенко и поддержать его, и прямые эфиры, и другую аналитику. Вся информация в описании. Переходите, кликайте, присоединяйтесь. Если не подписаны на мой канал, тоже это сделайте, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, это помогает. Ну и, конечно, очень большое спасибо за репосты, в своих соцсетях. Это действительно увеличивает аудиторию, а это сейчас самое главное. Финальный, скажем так, блок или там финал нашего сегодняшнего разговора. Дмитрий, но рецессия шагает по планете. Вместе с тем, что объявили недавно Rheinmetall, который леопарды производит, увеличил свои акции, и там как-то так вот скромно, потупив взгляд, руководитель говорит, это, конечно, да, это очень плохо, так, скрывая улыбку в кулачке, говорит об успехах, этой корпорации. Но в Германии-то, рецессия официально объявлена. В США пока не объявляли. Западный мир переживает вот эту проблему. Я хотел бы в завершении, чтобы вы этот момент увязали с войной. Вы неоднократно повторяли о том, что война нужна для того, чтобы где-то спустить пар, где-то, в том числе экономических проблем, чтобы где-то что-то списать, где-то что-то выделить. Но ведь это же не может продолжаться долго. Все равно, если есть глобальная проблема, мировая, экономическая, это вылезет. Вот БРИКС здесь нарисовался. В августе, говорит, Рикардс будет нечто страшное, как объявит о своей новой валюте, и доллару хана. Конечно, это утрировано, но тем не менее. Какие-то переломные моменты мы видим. И они уже, их на войну не спишешь. Что думаете? Я просто это говорил задолго до. Ведь мы возвращаемся к тому, что война – это всего лишь один из элементов реакции систем управления. Об этом я многократно говорю, что война, все рассматривают, там начинают уходить в разговор о том, что кто-то безумен. Нет, война – это, в кавычки я поставлю, это естественный процесс авторитарных режимов. Они всегда были, есть и будут выплескивать внутреннее напряжение на те или иные сопредельные территории. То есть не надо тешить себя иллюзией, что если вы видите авторитарный режим, очень авторитарный режим, например, в Турции, в Узбекистане или еще где-то, что когда-нибудь это не выльется в войну на сопредельной территории. То есть у вас, если есть хоть сколь-нибудь иллюзия, потому что, почему я сказал, например, про Турцию, почему важно, чтобы в Турции будут происходить все время военные перевороты, либо Турция будет воевать с Сирией. Потому что Турция один из партнеров Украины. А в какую секунду партнерство перейдет в вооруженный конфликт? Читайте историю Второй мировой войны. Взаимодействие фашистской Германии и СССР с 1939 по 1941 год. Погодите, вы намекаете, что Турция будет воевать с Украиной? Я не исключаю того, что Турция может начать предъявлять, потому что есть же, Крым, крымские татары, там, претензии, кому принадлежит вся эта история. И ведь если мы посмотрим, представим, что я злой гений, я, турецкий там лидер. Ведь по большому счету Украина ослаблена, там Россия, в общем-то, отпахала. Представляете, как классно еще под каким-нибудь лозунгом, еще помимо того, что устроить заваруху, поджать
Азербайджана, там, помочь Азербайджану с армянским конфликтом, с Нагорным Карабахе, можно было бы, зная тем более все изнутри в Украине, еще и территорию какую-то поджать. А тем более, что это зерновая сделка, плюс сосед. Дай бог, что это все лишь фантазии злого гения из фильма «Марвел». Но по большому счету, я подчеркиваю, все авторитарные режимы всегда выплескивали все на внешний контур. А то напряжение, которое есть в мировой системе управления под названием ошибочное государство, оно идет 7 лет. И оно выплескивается, и вот, то есть внешние контуры. Это вопрос с ковидом, который это обсуждал. Я понимаю, что люди плохо это воспринимают, что, опять-таки, это глобальная была ошибка системы управления под названием государство. Сначала сокращать очень долго время все исследования в области там, медицины, там, не только катастроф, но и медицины, связанных с инфекционными заболеваниями. Потом, попросту говоря, сделать из домов тюрьмы, образовательные учреждения, а поскольку это вызвало коллапс экономики, напечатать просто деньги. И эти деньги выплеснулись на экономику. И поэтому, когда там объявляется о том, что БРИКС что-то там собирается сделать, БРИКС с точки зрения объединения, это по большому счету не существует. И самое главное, надо понимать, что в слове БРИКС есть большое К, у которого есть свои амбиции. И эти амбиции лежат не в области взаимодействия с там, Бразилией какой-то, а в противостоянии с Соединенными Штатами. Поэтому, в общем, единую валюту, какая будет валюта приемлемой для Китая? В этих К все почему-то как-то очень пренебрежительно относятся к Китаю. Китай занимает второе место в мировой экономике, и вдруг ни с того ни с сего он будет использовать какую-то бумажку. Он скажет: не, ребята, вот моя бумажка – это бумажка, а ваша вот эта вот фуфел, ну, конечно, я его могу допустить между вашими расчетами, а мне-то она зачем? Так что рассчитывать на то, что она прямо сотрясет мир, а необеспеченные деньги надо спускать. И спускать еще лет, 5-7. Именно поэтому я бы не рассматривал совсем как уж фантастические сценарии образования еще каких-то военно-политических альянсов и еще каких-то войн. Потому что это выгодно. деньги надо тратить вот эти. Потому что дурные. надо сжечь их. Надо их сжечь. Их не тратить надо, их нужно сжечь. Они должны исчезнуть. Приблизительно это 40% мировых денег. Их просто надо сжечь. А как исчезают деньги, когда едет по полю боя леопард, да, дорогой, его не становится. Он его не становится. А акции растут. А акции растут, плюс ко всему, то бишь это такой противоход. Плюс ко всему, вот мы сейчас обсуждаем катастрофу Каховски. А для кого это катастрофа? Для украинцев. И для россиян отдельной частью, предположим, что только для украинцев. С точки зрения цен на зерно. Это катастрофа? Нет. Вот и все. Вот оно, в этом-то и проблема, что сейчас мы обсуждаем реальную трагедию, трупы людей, это правда человеческая трагедия. А с точки зрения цен на зерна, предложение падает? Падает. Значит, будет что? Рост. Да, в следующий раз, в следующем году может возникнуть голод в Африке, в которую Россия и Украина не поставят зерно. Поэтому, когда мы смотрим локально, для конкретного человека, там, для Украины, для россиянина, это трагедия, а в глобальном мире это выпуск тех самых дурных денег. Так. Да, Дмитрий, спасибо большое. Это не теория мирового заговора, это просто это многопиксельность любой картины. Потому что многопиксельность диалектики. Конечно, к сожалению. Да. Дмитрий, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам. Друзья, всем всего хорошего, добра и света. Увидимся в следующий раз. До скорого.